Всем привет! Рада видеть вас на своем канале. И я вам тут навязала образцов из разного вида пряжи, из разных цветов, для того, чтобы показать, как смотрится вот такой вот чудесный узор. Даже не знаю, как его назвать. Но здесь я добавила небольшие отверстия, добавила воздушные петли для того, чтобы получился ажур. И у меня получились вот такие вот опять какие-то ветви, может быть, даже морозные ветви. Но мне кажется, этот узор идеально подойдет для летних проектов. Я нигде такой узор не видела и придумывала его для себя, опять-таки, сама. Если он где-то был, то значит он был. Если его где-то не было, то значит теперь он есть на моем канале. И здесь я вам расскажу, как он вяжется. И, конечно же, он вяжется крючком. Поэтому ставьте лайки, подписывайтесь на канал, заглядывайте ко мне в описание. Там будет целый плейлист, где собрано множество вот таких вот узоров, которые вяжутся в этой технике. Брешь крючком или крючком как спицами. И давайте начинать вязание. У меня здесь будет два образца. Один и тот же узор связан из двух разных видов пряжи. Первый образец я вязала полухлопок, полуакрил. Он не крученый, скорее такая немножко ватная ниточка. И вот такой вот желтенький образец у меня получился, очень нежный и очень мягкий. Второй образец выполнен из мерсеризованного хлопка. Он уже потолще, он пожестче, но все равно данный узор смотрится достаточно фактурно, достаточно рельефно и очень красиво. А сам узор на видео я буду исполнять из такого же полухлопка, полуакрила, только фиолетового цвета. Для узора набираю цепочку из воздушных петель, кратную 4 плюс 2 петли симметрии. Я набрала 18 петель. И сначала немного теории. Данный узор, как и большинство моих узоров, выполненных в этой технике крючком как спицами, брешь крючком, в общем, я их все не разделяю на маленькие вот эти вот участочки. Я их считаю так: один ряд туда, один ряд обратно, снова один ряд туда, один ряд обратно, один ряд туда, один ряд обратно. И поэтому для меня данный узор состоит всего из двух рядов: лицевой, изнаночный. И все, что нужно уметь, чтобы связать такой узор, все, что нужно уметь вязать, это воздушная петля, соединительная петля и соединительная петля с накидом. Очень простой и очень эффектный. Смотрите, какой он ажурный получается данный узор. Итак, первый ряд это будет, соответственно, лицевой ряд. Ряд, который я вяжу справа налево. И в нем будет много маленьких укороченных отрезков. Но я надеюсь, что вы уже знакомы с несколькими моими видео по этой технике, и там практически везде я объясняю именно так. Итак, первый ряд, первый отрезок. Воздушная петля подъема, вкалываю крючок во второе звено от крючка. Раз, два, за дальнюю полупетлю. Вот так. Подхватываю рабочую нить, вывожу петлю и делаю соединительную петлю. Один. В следующую точку точно так же за дальнюю полупетлю 2. В следующую точку за дальнюю полупетлю 3. И в следующую точку за дальнюю полупетлю 4. Вот, первый отрезок готов. В нем было 4 соединительных петли. Дальше второй отрезок. Воздушная петля подъема, поворот. И во втором отрезке будет 4 соединительных петли с накидом. Делаю накид, во второе звено от крючка вкалываю крючок за дальнюю тушку. Здесь все петли будут вязаться за дальнюю тушку. И вяжу 4 соединительных петли за дальнюю дужку. Раз, два, три. И в последнюю точку 4. Воздушная петля подъема, поворот. Второй отрезок тоже готов. Итак, теперь следующий, третий отрезок. Можно сказать, что в третьем отрезке начинается повторение узора. Начинается работа. Итак, как он вяжется? Во второе звено от крючка вкалываю крючок, подхватываю рабочую нитку, делаю соединительную петлю. Раз. Дальше 2 воздушных. Раз, два. Дальше по нижнему ряду отсчитываю 2 петли. Раз, два. И их пропускаю. И вкалываю крючок за дальнюю дужку в третью петлю. И делаю опять соединительную петлю. Вот смотрите, у меня получился небольшой такой элемент, да, арочка, соединительные, 2 воздушных и соединительные. И я оказываюсь у ступеньки. А значит,
нужно сделать сцепку. Как я делаю сцепку? Вкалываю крючок в перемычку, вот так, предыдущего ряда. И за заднюю полупетлю в нижний ряд подхватываю рабочую нить, вывожу, раз, и вяжу дальше еще 3 соединительных петли. Итого будет 4. 2, 3, 4. Вот он, первое повторение началось раппорта. Первый элемент раппорта это будет вот эта вот проходка. 1 соединительная, 2 воздушных, 1 соединительная и 4 соединительных из нижнего ряда. Воздушная петля подъема, поворот. И следующий элемент это 4 соединительных петли с накидом. Всегда начинаю во второе звено от крючка. Раз, 2, 3, 4. Воздушная петля подъема и поворот. И вот он, раппорт этого узора, да? Идем сюда, идем обратно. То есть сначала арка, 4 петли из нижнего ряда, 4 соединительных петли с накидом, обратно. И дальше мы будем повторять это до конца ряда. Опять арочка, 4 соединительных петли из нижнего ряда, 4 соединительных петли с накидом, обратно. Снова арочка, 4 соединительных петли из нижнего ряда, 4 соединительных петли с накидом, обратно. И так вяжу до конца, пока я не упрусь в самый конец. В конце у меня останется 2 петли, потому что, помните, мы набирали число петель для узора кратное 4 плюс 2 петли для симметрии. Так, давайте по-быстрому довяжем до этой точки. Соединительная петля, 2 воздушных, соединительная петля и 4 соединительных петли из нижнего ряда. Раз, 2, 3, 4. Воздушная петля подъема и поворот. 4 соединительных петли с накидом. Раз, 2, 3, 4. Воздушная петля подъема и поворот. Соединительная петля, 2 воздушных, раз, 2. Соединительная петля, сцепка с нижним рядом и 4 соединительных петли из нижнего ряда. Раз, 2, 3, 4. Воздушная петля подъема и поворот. И 4 соединительных петли с накидом в обратную сторону. Раз, 2, 3, 4. Воздушная петля подъема, поворот, соединительная петля, 2 воздушных, соединительная петля. И здесь, смотрите, остается лишь 2 петли. Значит, мы делаем 2 соединительных петли в нижний ряд. Для 4 места уже нету. Раз, 2. Воздушная петля подъема и поворот. И делаем только 2 соединительных петли с накидом. Раз и 2. Воздушная петля подъема и поворот. И заканчиваем этот ряд 2 обычных соединительных петли. Раз и 2. И вот смотрите, вот такая получается, вот такой получается первый ряд. То есть он вяжется справа налево. На этом у меня первый ряд абсолютно закончен. И дальше будет второй ряд. На самом деле второй ряд имеет ту же самую последовательность чисел 8, 4, 8, 4, но немножко здесь меняются арочки и меняются соединительные петли с накидом и обычные соединительные петли. Но последовательность все та же. Итак, делаю воздушную петлю подъема, поворот и в обратную сторону начинаю второй ряд. Это 4 соединительных петли с накидом. Начинаю, как всегда, во второе звено от крючка.
Раз, два. Дохожу до первой ступеньки, вкалываю крючок в перемычку в ниточку. Здесь сцепка выйдет на лицо, поэтому делаем красивую сцепку. Цепляем 2 нити. Дальше делаю накид и ухожу в нижний ряд. Так, подтягиваю. И в следующую точку 4 соединительная петля с накидом. Опять подтягиваю. Воздушная петля подъема и поворот. Теперь будет арка. Арка точно такая же. Во второе звено от крючка вкалываю крючок и вяжу. Соединительная петля, 2 воздушных. И в последнюю точку 1 соединительная. Вот так. А дальше начнется раппорт и, соответственно, то, что мы будем повторять. Воздушная петля подъема, поворот, 8 соединительных петель с накидом. Итак, все сцепки, все ступеньки, которые встречаются у меня на пути, делаю со сцепками. Раз, два, три и 4. Дальше ступенька, значит, делаю сцепку. Вкалываю крючок в 2 нити, делаю накид на крючке, подтягиваю, подтягиваю. Это 5. В следующую точку 6. Опять ступенька, а значит, опять делаю сцепку. Вкалываю крючок в 2 нити, 7 и 8. Воздушная петля подъема и поворот. И второй элемент повторения — это сама арка. Вкалываю крючок во второй звено от крючка, делаю соединительное, 2 воздушных, раз, два, и снова соединительное. И вот получается элемент, который мы будем повторять. 8 соединительных петель с накидом и арочка из 4 петель в обратную сторону. 8 соединительных петель с накидом, арка из 4 петель. 8 соединительных петель с накидом, арка из 4 петель. Здесь все точно так же. В конце останется 2 петли, которые выбиваются из раппорта, которые нужны для смещения и для симметрии, и поэтому они чуть-чуть вяжутся по-другому. Итак, вяжу 8 соединительных петель с накидом. Раз, два, три, 4. Сцепка. 5, 6. Сцепка. 7, 8. Воздушная петля подъема, поворот, арка из 4 петель. Раз, два, три, и соединительная петля 4. Воздушная петля подъема и поворот. И опять 8 соединительных петель с накидом. Раз, два, три, 4. Сцепка. Вкалываю крючок в 2 ниточки, делаю накид на крючке. 5, 6, 7, 8. Соединительная петля подъема и поворот, и арка. Соединительная петля, 2 воздушных и 1 соединительная. Воздушная петля подъема, и заканчиваю этот ряд. Здесь только 6 соединительных петель с накидом остается. Раз, два, три, 4,
Сцепка. 5. 6. Воздушная петля подъема, поворот. Здесь уже арку не делаю. Здесь 2 соединительных петли. 1, 2. Воздушная петля подъема и поворот. И 2 соединительных петли с накидом в обратную сторону. И на этом будет готов второй ряд. Вот она, одна веточка у меня получилась. Дальше, для того, чтобы получить вот такой вот узор, мы просто повторяем первый, второй ряд, первый, второй ряд, первый, второй ряд, первый, второй ряд на нужную высоту. Единственное будет исключение в третьем ряду, когда вы вяжете, здесь будут встречаться сцепки. Здесь будет больше сцепок, чем в первом, потому что первый ряд вяжется по набранной цепочке, а третий ряд вяжется уже по предыдущим вязаным рядам. Соответственно, в третьем ряду будет больше сцепок, но все не делаются одинаково. Все не делаются так, как я показала, как они делаются в нечетном ряду, и как я показала, как они делаются в четном ряду. Да, для того, чтобы сделать плоский край у образца, потому что вот здесь у меня плоский край, и здесь у меня тоже плоский край. Все опять-таки эти узоры вяжутся одинаково. У всех у них один и тот же принцип для плоского края. Итак, воздушная петля подъема, поворот. Здесь просто этот ряд вяжем без поворотов. Все петли соединительные петли за дальнюю дужку. Вижу сцепку, точнее вижу ступеньку, делаю сцепку. И тогда край выравнивается. У него пропадают вот эти вот зубчики, рифлености, и он становится вот таким вот ровным. Вот, смотрите. Если продолжить вязать дальше, то ряд будет абсолютно ровный. И вот такой вот узорчик должен получиться у вас. Он идеально подойдет для летних проектов, для топов, для кардиганов. Видите, я специально добавила сюда воздушные петли, чтобы получились небольшие отверстия, чтобы получился вот такой вот небольшой ажур. Также можно и пледы, наверное, связать, какие-нибудь палантины, шарфики уже для более теплого, точнее для более холодного времени года. Надеюсь, что вам понравился данный узор, что данное видео было для вас полезно. Если это так, ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Спасибо за внимание. Пока-пока.